Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, за подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии. Тема сегодняшнего расклада. Вся правда о его чувствах ко мне. Что он скрывает? Для начала, девочки, делаю сигнификацию загаданного вами мужчины. Если резонирует, вы его узнаете, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Пожалуйста, подумайте об этом мужчине, на которого вы хотели бы сделать расклад. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Какой он, этот мужчина? Мужчина-балерина, токсичная. Интересно. Феечка. Это что, он подглядывает за вами, что ли? А история какая-то невозможная. Невозможно забыть. Забыть нельзя, вернуться невозможно, да? Песня какая-то такая есть. Так, балерина. Ну, смотрите, говорит о том, что мужчина, скорее всего, старается удержать равновесие, то есть не сорваться. Тут карта токсичность. Может быть, держит все в руках из последних сил. Старается там гасить какую-то негативную энергию, проявление какие-то там агрессии сейчас. Это он у нас. О чем это? Это он узнал о вас? Так интересно. Девочки, такие странные карты. Спрашиваю по поводу вот этой вот балерины, да, на пуантах стоит, удерживает равновесие. Карта таки звучит, равновесие. И рядом карта токсичности. Я же спрашиваю, это он, это о нем. Сразу почему-то мне вышла история какие-то по метле, это сплетни, и причем карта замок. Какая-то информация, которую тщательно человек, это о нем сплетни. Я думала, это о вас сплетни. Нет, это о нем какие-то сплетни. Воин, мужчина, который может, знаете, какое-то время созидать, создавать, ну, что-либо, проект какой-то, отношения, работать над отношениями. Потом одним своим каким-то словом, поступком может это все разрушить. Такой своеобразный, да, назовем это так. Не глупый, но при этом какие-то он поступки, повторюсь, может такие совершать. Ты сидишь и думаешь, да, ничего не предвещало, и как это ему так удалось легко разрушить то, что там выстраивали долгие годы. Так вот, тут почему-то показано, он пытается как будто бы опять-таки удержать ситуацию. И информация, которая длительное время по карте замок вот тут скрытая была, он ее осознанно скрывал, не хотел выносить опять-таки на обозрение публики, да. Кстати, вот ну тут сплетни, ну думаю, какая-то информация все-таки тут отчасти и правдивая есть. По поводу него карта лабиринт, скорее всего, знаете, это какая-то информация, которая, ну, уже это случилось, и особо уже на это все не повлияешь, да. Хоть ты давай, будешь давать какую-то оценку этому, хоть нет, но уже то, что случилось, то случилось. Вот как-то так. Так, скорее всего, это характеристика токсичная на него, на его какие-то поступки, проявления. Карта дерева и карта сущность. Скорее всего, опять-таки, максимально страдают от его каких-то проявлений, повторюсь, агрессивных. Если это какая-то история тайная, ну, может быть, где-то какие-то веселые времяпровождения. Опять он хотел бы это скрыть. Карта сущность – это когда человек позволяет себе, ну, по теневой стороне, любые какие-то проявления, которые разрушают и человека, и тем более взаимоотношения, которые он выстраивает. Тут страдают близкие, карта дерева, родные от его вот такого какого-то токсичного поведения. При этом он почему-то, в конце вышла карта, он говорит, во всем виноваты женщины. Карта инициатива. Это женщины. То ли меня провоцируют, то ли мне
предлагают какие-то форматы, а я как будто бы не могу то ли отказаться. Ну, что-то такое, как будто с больной головы на здоровую. Сам как-то себя ведет так очень-очень странно. И при этом, ну, я же говорю, по карте сущность это человека несет, где-то может во все тяжкие, где-то может долго-долго держаться, потом срываться там в любой зависимости. Но при этом почему-то карта женщин. Он говорит, инициатива вся идет от женщин. Как это, все зло от женщин, да, любят мужчины такое повторять. Так, о чем еще он? Так, как будто бы он подглядывает, смотрит за какой-то девушкой. Карта феечка. Ну, часто у меня проигрывается женщина, увлекающаяся эзотерикой, у кого-то психологией, женщина, которая где-то смотрит иллюзорно на этот мир, а может быть слишком хорошего мнения о людях. Она отличается от других женщин, не знаю, складом ума, может быть, ну, какой-то романтизм, да, назовем это так, видение же это вот мира сказочное у кого-то. Ну, вообще, она для него какая-то очень необыкновенная. Он за ней, за этой девушкой подглядывает. И показана история, отношения с ней невозможны. Карта так и звучит, невозможно. И отчасти почему невозможно? Карта клетка это ограничения. У него могут быть ограничения. В первую очередь это, ну, скажем так, у кого-то женат, у кого-то, может быть, вы замужем, если история о вас, да. Четырехугольники, всякие лица, третьи лица во взаимоотношениях. У кого-то клетка это уже сложившийся образ жизни, выстроены какие-то, у кого-то может быть бизнес, там семейный, недвижимость на теще, ну, все из этой серии. Так, а ну давайте клетка. И вообще эта характеристика больше, это на него, давайте спросим, характеристика, это клетка, это ограничение. Ну, девочки, у кого-то тут карта жадность, это, смотрите, жадность, это нежелание потерять то, что есть, свою так называемую пресловутую зону комфорта, свою уже, ну, налаженную жизнь, где-то выстроенную. Человек как будто бы сопоставляет, и он не готов особо рискнуть. Да, тупик. Может быть, и думал, и взвешивал, и для себя решил, вот почему невозможно. Потому что тут материалка очень тесно замешана, и все, ситуация тупиковая. Так, вот такой мне вышел человек, вот такой мужчина мне вышел. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, вся правда о его чувствах к вам, что он скрывает. Вся правда о его чувствах к вам. Что он скрывает? Правда о чувствах к вам. Что он скрывает? Правда, ой. Правда о чувствах к вам. Что он скрывает? Правда о чувствах к вам. Что он скрывает? Ой, давайте возьмем эротическую, да? Дабы было интересней. Правда о чувствах к вам. И что он скрывает? Правда о чувствах к вам. Что он скрывает? Правда о чувствах к вам. Что он скрывает? Так, давайте. Правда о чувствах к вам. Ох, зависимость. Он говорит, больная любовь, не отпускает. И не рад уже, да, видите. Может человек сам находиться в зависимостях, в любых, пороке.
там, у кого алкоголизм, у кого еще что-нибудь похуже, похлеще. Но характеристика такая интересная. Правда, о его чувствах к вам. Если человек сам, мы видели, токсичный, проблемный, он может тут вот так вот, если подряд читать, он говорит, эта женщина пришла как с одной стороны, это как посланник высших сил. Видите, это так карта и считается. Замечательная, добрая женщина, которая придет всегда на помощь. Но тут, кстати, вопрос к вам. Не проигрываете ли вы тут какой-то комплекс спасателя? Не жертвите ли вы? Не, ну, скажем так, не пытаетесь ли вы его спасти, да, скажем. Думаете ли вы о себе, о своих потребностях? Что вам отношения с этим человеком дают? Реально, да, не просто там какие-то феерические там обещания и розовые там мечты какие-то, да, а тут конкретно. Так вот, он говорит, с одной стороны, эта женщина как посланник высших сил для того, чтобы, может, меня спасти. С другой стороны, о, бог ты мой, 2 дьявола подряд. Ну, давайте так. Боже мой. Так, 9 кубков. Так, сейчас я разложу, потому что мне аж прям такое вообще не помню, когда уже давным-давно такого не было, чтобы это было дьявол, два дьявола из разных колод подряд. Чувства к вам. Он может тут говорить, мы как будто из разных миров, другой мир. И благодаря этой женщине, может быть, я посмотрел на ситуацию по-другому. Она мне подсветила, вот как будто бы изнутри эту ситуацию. На себя посмотрел, опять-таки, да. Ну, понятно, тут, может быть, там карта феечка, вы, правда, как человек из другой вселенной для него. Явно вы отличаетесь от других женщин. Так, по дьяволу. Ну, тут сексуальная, вот тут вот зависимость, тут сексуальная привязка по дьяволу, тут дьявол, влечение неконтролируемое, где-то мужчина привык больше, ну, брать, да, чем давать, скажем так. Тут по 9 кубков и дьявол рядом, девочки, любитель веселого времяпровождения. Не говорю, что он в прямом смысле живет одним днем, но иногда вот он может себя так вести, вот там, я не отрицаю, что он там может быть там успешный, не знаю, бизнесмен какой-то там, умный, там действительно его могут уважать в каком-то мужском мире, да, но в отношении, скорее всего, построения взаимоотношений с женщинами, тут какая-то легкость бытия, ему бы так хотелось бы. Может, изначально ваши отношения вот были выстроены по-легкому, потому что дьяволы и 9 кубков, он тут, ну, знаете, такой человек, как будто бы он пытался произвести на вас впечатление, я красавчик, я тут, у меня все легко, так все мне дается, я вообще сам по себе такой, может быть, не связан ничем, хотя тут мы видели по картам, он может быть не свободен. Как будто бы для человека очень важно показать вот эту вот свободу какую-то, как будто бы он мог это транслировать, что я никому ничему не подчиняюсь, я живу так, как я хочу, как я это вижу. Так, по 9 кубков, я еще всегда повторяю, эта карта такая своеобразная. Иногда она читается вот в прямом смысле, там, допустим, пара, да, ну, семейная, не семейная, в принципе, пара любовная, возвращается, ну, рабочий день закончился, да, домой. И мужчина, допустим, если вот так вот 9 кубков и дьявол, ну, это эгоистично. Он пришел там, не знаю, в душ и лег себе там, телевизор смотрит, да, или газетку какую-то читает. Ну, я это утрировано, но вместо того, чтобы там прийти, помочь жене, там, приготовить ужин или даже
элементарно самому, да, что-то постараться там. Нет, он будет ждать там, пока женщина придет, там, хотя она также устала на работе. То есть где-то вот он себя привык ощущать господином, где-то он привык, его потребности на первом месте. Вот какой-то вот такой вот эгоизм присутствует у этого мужчины. И дальше мы спрашиваем, вся правда о его чувствах. Смотрите, тут показано, как будто бы вы могли очень длительное время, карта ожидания. Видите, девушка смотрит в окошко и ожидает. Тут какая-то феечка ожидает какого-то волшебного, не знаю, волшебных каких-то изменений сценария. Так долго, как будто бы вы могли ожидать, что этот мужчина, ну, не знаю, можно, конечно, сказать, вот, манипуляции, вот тут, вот, конечно, что вы ждали, там, что он изменится ради вас, что вы где-то в чем-то хоть заметите какие-то эти сподвижки, вы почувствуете себя хоть на секундочку госпожой, не так, что он всегда на первом месте, и вы там могли пытаться предугадать его желания, и слишком, может быть, дорожили им, и ставили его как на постамент, да, какой-то пьедестал, пытались опять эту любовь заслужить, пытались считывать его вот эти какие-то желания. Тут как будто бы вы так долго ожидали того, что вы будете этой госпожой, хоть иногда, хоть в каких-то моментах. Но вот тут как будто мне такое же ощущение, как будто вы не дождались этого. Подпишись на канал и поставь лайк. Правда о чувствах к вам. Манипуляции были. Карта Вольт — это сродни кукле Вуду, карта Дельфин. Так. Тут как будто бы человек зависим, созависим, энергетически от вас подпитывался. И хотел он продолжения отношений. Где-то он восхищен вами, где-то озадачен. Потому что вы как будто бы, я повторюсь, инопланетное какое-то создание, прекрасное, из другого мира. Но тут вот как будто карта Дельфин — это зарождение чего-то нового. Дельфин вообще-то красивая карта, замечательная, новая, прекрасная что-то. У кого-то как желание новой жизни во всех проявлениях, да. Так вот, как будто бы, но это, вот желание это все как будто бы иметь с вашей стороны, да, но при этом в отношении вас какие-то манипуляции использовались, грязные даже какие-то манипуляции. Это может быть сравнение, да, даже не в открытую, а может быть провокация вас на ревность. Допустим, вы вот ждали, когда вот мужчина покажет вам, что он вами дорожит, вы почувствуете себя вот этой значимой какой-то госпожой, единственной, неповторимой, да. А почему я говорю не дождались? Потому что как будто бы мужчина мог в моменте карта Вольт тут как будто попытаться проманипулировать вами так, чтобы у вас даже не возникало вот таких вот желаний. Где-то, ну, где-то вывести ситуацию из привычного какого-то, не знаю, формата. Объясняю, допустим, под него всегда подстраивались, а тут вы как-то себя так повели, вы захотели увидеть проявление с его стороны, ощутить, насколько, допустим, он вами дорожит. А он тут на корню это мог как-то зарубить, при этом манипуляции какие-то применять. Мог сказать там, допустим, или дать вам понять, да, что у него там 3 женщины еще ожидают в коридоре, чтобы занять ваше место, да, типа святое место пусто не бывает. Или соглашайся на какие-то форматы, которые тебе предлагают, или даже толком и не предлагают, в подвешенном состоянии ты находишься. Ну, или тебя никто не держит, да, другими словами. Вот почему-то, но мне тут идет такой, как будто бы, эта карта, правда, о чувствах к вам. Тут, видите, тут женщина как будто бы пытается выйти за рамки, сделать какие-то шаги. Для чего? Для того, чтобы... Ну, понятно, она хочет достигнуть вот такого результата. По карте Дельфин может быть больше открытости, может быть чего-то более ясного, прекрасного, 100%. Но при этом тут этот мужчина оценивает эти ваши поступки или желание совершить эти поступки как манипуляции с вашей стороны. Видите, тут женщина держит эту как статуэточку, да,
Где-то даже эту карту иногда считывают как карта Оскар, да, держит эта женщина. То есть этого мужчины самомнение «будь здоров». Он считает себя каким-то таким, знаете, супер мужчиной, как будто трофей тут Оскар. То есть вам дали Оскара. Но тут же карта манипуляции. Он это считывает так, что вы пытались им проманипулировать. А он тут такой офигенный мужчина, который этого не потерпит. Хотя сам, в свою очередь, мог здорово тоже манипулировать. Так, дальше почему-то правда о его чувствах к вам. Он говорит, у него груз ответственности какой-то. Он говорит, я тащу. Тут камни какие-то, булыжники. При этом это связано с его какой-то зоной комфорта. То есть он находится в какой-то своей пресловутой зоне комфорта, из которой он не готов выходить. Извините. И при этом же он несет ответственность за, ну, допустим, если он семейный, если у него же какой-то налаженный быт. Так, вот эти карты, так вот они вышли. При этом он хотел бы с вами взаимодействовать и дальше. Понимаете, тут как-то так вот, извините, терять он точно не хотел бы вас. Но тут карта, видите, мужчина жонглирует какими-то сферами жизни, может быть, привязанностью, жонглирует, ну, может, еще какие-то варианты подыскивает, присматривает. Почему я это говорю? Потому что тут карта еще лиса, хитрость. Это карта метафорическая. Она говорит о том, что сильно прозрачным каким-то открытым отношениям мужчина не готов. Готов взаимодействовать, при этом сохранять свою зону комфорта, и при этом же за эту зону комфорта он уже несет ответственность. Девочки, вот, ну, что вышло, то вышло. Вот такая правда о его чувствах к вам. Но двойной дьявол, это говорит о том, что он попал конкретно, залип. Где-то он даже не может это все... Пытается он это анализировать, но это трудно анализировать. Тем более он вас оценивает как женщина, повторюсь, из разных миров. Трудно вас считать, просчитать. Но ваши там попытки, еще раз повторюсь, выйти за рамки, может быть, оговоренного, может быть, наладить отношения, как-то выстроить по-другому. Ради чего? Не ради там вашего самоутверждения, а ради карты дельфин. Кто-то хотел бы с ним новое, семью, деток. Он это считывает исключительно, как будто бы вы манипулируете, вы навязываете ему какие-то правила игры, которых он не готов, девочки, абсолютно. Готов к тому, в чем он находится, и ни больше, ни меньше. Так, смотрим вопрос. Что он скрывает? Принц, звезда. Ух ты. Скрывает, девочки. Ух ты, я такого точно не могла подумать. Скрывает то, что ему плохо. Плохо, потому что карта любовь вышла, у меня двойка кубков, и он себя чувствует жертвой любви. Ну, как будто не ожидал мужчина, что он может вообще, наверное, испытывать чувства. Так, скрывает еще карта принц. Часто это, ну, может, знаете, не знаете, не свободный мужчина так часто выходит у меня. Принц и карта звезда. Где-то и дальше карта, видите, как ребенок сидит с ободранными этими коленями. Я не говорю, что у него тут материальные проблемы, но это связано с двойкой кубков, с эмоциями, с чувствами, которые то ли не находят выхода, то ли нет разрешения этой ситуации. Карта повешенного, карта человека, который мог сам себя загнать в эту ситуацию. И при этом двойка кубков. Что он скрывает? Молитва, святая вода, ритуал. Бог ты мой. Хотел сказать то, что он посещает сеансы экзорцизма. Девочки, тут такие карты. Опять дьявол, опять карта манипуляций. Печаль, сова, унижение, токсичность. Ой. Если бы я была, конечно,
уже до конца. Черствой женщиной, да, я бы сказала, тут поиздевалась и сказала, что у него биполярка. Ну, утром он просыпается, молится, молитва, да, и по святой воде просит Боженьку, и тут ритуалы какие-то, карта ритуал проводит. Для чего? Для того, чтобы по дьяволу, с одной стороны, зависимости, от каких-то зависимостей избавиться, а с другой стороны, тут он может так себя скрывать, знаете, тоже так себя вести, говорить даже сам себе. Если я ей нужен, пусть терпит меня таким, какой я есть. Да. Ну, точно похоже на какую-то историю про кармических партнеров, где люди встретились. Хотят они, не хотят, но они друг друга меняют. Но при этом это болезненные очень изменения. Где-то восприятие мира меняется, взаимоотношения между мужчиной и женщиной по-другому смотрят. Где-то это, если это любовь, действительно, это идет как корежу тоже. Эгоизм. Хочешь, не хочешь, ты уступаешь. Ты хочешь, не хочешь, свой эгоизм задвигаешь подальше куда-то. Если это любовь. Как будто бы, может, его как высшие силы учат. Ну, тут такое учение болезненное. Смотрите, что он скрывает? Скрывает то, что в первую очередь он привык всегда быть главным. По принцу, знаете, это самомнение, будь здоров. Вот. Приятно познакомиться, царь. Да, вот тут такое, звезда. Звезда, то же самое на него. Это, ну, видение себя в мире. Все люди как люди, а я звезда. Где-то он привык вообще себя так нести, где-то, может быть, девочки это, как вам сказать, ну, имеют под собой какие-то, как сказать, но он действительно заслуживает где-то, может быть, восхищения там какого-то, не знаю, если там он талантлив, способен, если он применяет эти способности, навыки, он достигает каких-то результатов. Я не говорю, что это, ну, пустышка. Нет, по этим картам это интересный мужчина должен быть. Но у него какое-то вот это эго, оно настолько раздутое, настолько тут какое-то самомнение, видение себя, такое прям. И что он скрывает, что наряду с вот этим всем, он несчастен, говорит, я несчастен в любви. По карте повешенный, я стал жертвой этой любви. Как будто бы фасад он тут держит, будь здоров такой. Скрывает еще то, что у него периодически появляются мысли по поводу того, что вот эта карта, она говорит о том, что один из партнеров подстраивается под второго, жертвит. Тут как будто бы мысли у него такие, ему тяжело от этих мыслей. С одной стороны, он может думать о том, что вы слишком много в свое время жертвили, пытались заслужить его любовь, пытались там, может, остановить какие-то кастинги, которые он проводил. И уже ситуация как будто, знаете, испорченная. Отношения, любовь была дана, может, она и есть, эта любовь, но тем, что тут один позволял себя любить, а второй прикладывал максимум усилий, как будто бы шансы были использованы, ну, не экологично, назовем это так. Может, вы давали шансы там, где не нужно было их давать уже, да, где можно было послать, в эротические дали, и он, может быть, по-другому бы себя вел. Как будто бы слишком долго, ну, кто-то, вы, скорее всего, да, могли закрывать глаза на его какое-то очень некрасивое поведение. Опять-таки, слишком боялись его потерять, дорожили им. Я это все понимаю, но тут вот он скрывает то, что как будто бы ему, может, и хотелось бы каких-то отношений, но он не привык сам жертвить. Тут как будто бы мысли у него такие, что может быть, ему теперь пора вот хоть в чем-то как будто бы, ну, скажем так, подстроиться под вас. Я не говорю там жертвы приносить, но как будто бы попытаться хоть, попытаться наладить контакты, где-то попытаться вот эту гордыню, эгоизм отодвинуть в сторону. Потому что вот по этим картам, то, что он скрывает то, что его такое какое-то поведение, его отстраненность, его холод, оно не принесло ему тех результатов, тех плодов, то, на что он рассчитывал. Тут как будто бы он рассчитывал на одно, планировал даже, он привык это получать. А в любви несчастье, а в любви карта повешенной, тут все зависло, подвисло. Ну,
И в любом случае тут карта тяжесть. Может, мысли есть такие, как будто бы, может быть, мне попытаться хоть как-то тут проявить себя, да. Но опять-таки это как тяжесть. Для него это необычно, для него это вообще непривычно, необычно. Черная кошечка, как будто бы это вообще он как на чужой территории. Похоже, человек вообще не привык ничем. Ну, даже не то, что жертвовать, а как-то идти первым, проявлять какие-то эмоции. Тут как будто привык получать все так, априори, как будто ему должны. Еще скрывает от вас, опять-таки, смотрите, девочки, молитва, святая вода, повторюсь, тут как будто бы человек ритуал. Он и хотел бы избавиться, карта дьявола, повторюсь, от может какой-то любви этой больной, он говорит, к вам. Где-то, может, от пороков от каких-то хотел бы. Вот тут молитва, да, может быть, и молится, может быть, даже человек там, не знаю, что он тут, кто-то в церковь, может, ходит. Просит Боженьку, да, наладить его личную жизнь, как это, благоприятно, чтобы это все сказалось на его личной жизни. Вот эти вот какие-то тут, я не знаю, кому он тут, святая вода, ритуал, чистки какие-то, может, проводит. Так, что он скрывает? Печаль, мудрость, унижение. Тут еще, знаете, что он скрывает? Он скрывает то, что, да, ему грустно и печально осознавать то, что карта унижения. Где-то он как будто бы стал в один ряд с какими-то еще мужчинами, которые тут, видите, унижают женщину. Где-то он как задним числом может понимать, что где-то он обесценил вас, где-то шансы, которые давались, не взял. Как самоутверждение какое-то, как галочку поставил. Вот тут такое. При этом это говорит о том, что скрывает, он говорит, он даже скрывает то, что он как будто бы это осознал. Карта сова — это мудрость, но ему печально от этой мудрости, ему плохо от этого, от того, что он это осознал. Но в то же время он скрывает, карта Скорпион, все как будто бы он может психануть вот так в один момент и сказать, ну я такой, какой я есть, все, ничего я уже не изменю. То есть он сам по себе действительно токсичный, девочки. Вот может пытаться тут сам себя накручивать, и самобичеванием каким-то в моменте заниматься, молиться, просить Боженьку о том, чтобы как-то он помог тут в этой любовной истории. Не знаю, может сблизиться вам. Но пока нулевому аркану шут дурак в новое во что-то, чтобы шансы были даны, да. Но в то же время вот тут идет такое, как в моменте может сам себя оправдывать. Ну и он скрывает то, что он токсичный, с ним очень тяжело в личной жизни. Вот так, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.